Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. В этом видео хочу показать один очень интересный и надежный узел, который позволит привязать абсолютно любой предмет, у которого есть ушко, ну или, как еще называют, колечко. Это может быть, например, крючок с колечком, вертлюжок, застежка, да и в принципе все что угодно. Я когда научился вязать этот узел, мне он сразу понравился, и я однозначно буду его использовать на собственной практике. Ну и конечно же решил поделиться с вами. Преимущество данного узла в том, что его можно вязать как на леске, так и на шнуре, поэтому давайте приступим к практике. Для наглядности я взял вот такой вот бытовой капроновый шнур и вот такой вот довольно крупный вертлюг с застежкой. В качестве примера будем использовать именно вертлюжок. Но вы можете привязывать, как я уже сказал, и крючок с колечком или же, например, там какую-то застежку, карабинчики, в общем, все что угодно. Все, что имеет ушко или колечко. Значит, берем шнур, ну или леску, и его конец вставляем в колечко. Вот так вот достаем с запасом. Нам этот запас пригодится. Так вот вставили. Теперь вертлюжок укладываем на палец, на указательный палец. И теперь нам необходимо вот этот вот свободный конец 4 раза обернуть вокруг пальца и основного шнура. Один, два, три, 4. Есть. Теперь мы эту обмотку аккуратно снимаем с пальца. У нас образуется вот такое вот колечко. И теперь наша задача вот этот свободный конец вставить в колечко с обратной стороны. То есть вот так. Вставили и достаем его. Теперь нам нужно одной рукой одновременно удерживать основной шнур и свободный конец, а другой рукой берем в данном случае вертлюжок и тянем в противоположные стороны. Сейчас тянем до тех пор, пока у нас вот это вот кольцо, которое было после обмотки, пока это кольцо не превратится в аккуратный плотный узелок. Если это леска, обязательно смачиваем. Так, затянули. Вот у нас получился аккуратный узелок. И теперь отпускаем свободный конец и тянем в противоположные стороны только за основной шнур и за вертлюжок, пока этот узелок не приблизится вплотную к вертлюжку. Все. Теперь уже окончательно затягиваем. Все это подтягиваем. И лишний конец обрезаем, оставив примерно 2 мм хвостик. Есть. И вот у нас получился красивый и очень надежный узелок. Сейчас попробую показать поближе. Вот. И особенность этого узла в том, что чем больше мы подаем нагрузку на этот шнур, тем больше этот узел затягивается. Произвольно он никогда не развяжется, даже если мы превысим нагрузку, которую выдерживает наш шнур, ну или леска, то порвется где угодно, но только не на узле. Сам по себе узел максимально крепкий, мне даже кажется, что он будет понадежнее клинча. Я довольно часто использовал клинч в подобных ситуациях, но теперь буду использовать именно этот узел, потому как мне он очень понравился, и как по мне, его вязать даже намного проще и как-то даже поудобнее, чем клинч. Вот такой вот интересный узелок. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.